Всем привет, мои дорогие киберспортсмены, с вами как всегда Сергунька, и мы снова на канале BB Team. На просторах Dota YouTube можно найти тонны обучающего контента. Вам тут объяснят за микро, макро, сборки метовых персонажей на самых разных ролях и самых разных рейтингах. Dota YouTube — это кладезь информации, где вы буквально за пару минут найдете то, что вам нужно. Но тут возникает довольно большая проблема: как отличить достойную инфу от всякого шлака. В этом ролике я собрал худшие советы, которых лучше избегать, когда вы играете в Доту. Приятного просмотра. Dota 2 начинается с пика героев, и уже здесь можно выслушать ряд нерабочих советов. Как, например, если вы выбрали играть на 4-й позиции, вы можете ложно полагать, что это герой, который обязан лишить свою 3-ю позицию излишек экспы. Ну а вдруг ваш оффлейнер уйдет вперед по левелу и рано получит свой ультимейт? Этого же нам не нужно. Занимайте удобную наблюдательную позицию где-нибудь в лесах и воруйте опыт. Главное — попадать в рейндж экспы с крипов. Для этой функции лучше всего подойдет такой герой, как Пудж, так как помимо простого впитывания экспы, вы еще будете имитировать полноценный геймплей, при котором вы как будто выжидаете лучшего момента для того, чтобы кинуть хук. Хук, кстати, можете не качать в принципе, главное, чтобы тиммейт не заметил. Для особых любителей экстрима то же самое можно проворачивать и на миде. Встаете в удобную позицию и ждете. Правда, при всем при этом есть побочный эффект, при котором будет падать порядочность на аккаунте, но не обращайте внимания, этот совет точно рабочий. Пикни танка, советует тебе тиммейт на стадии драфта. В корне неверный совет. Не стоит пикать танка в доте, потому что как минимум вы нарушаете баланс сил, в результате которого вражеские постройки будут падать слишком быстро. Вы же не хотите нечестно побеждать, не так ли? Если вы только недавно начали погружаться в мир Dota 2, вы сходу можете нахвататься не самых приятных и полезных советов. Худший из них, который вы можете получить, это изучать героев в рейтинговом подборе сразу после 100 часов анранкеда. Если вы хотите услышать в свою сторону всевозможные оскорбления, чувствовать абсолютную беспомощность и бесполезность, а также возненавидеть себя и оппонентов на поляне, пробуйте героя сразу же в ранкед матчмейкинге. В особенности это распространяется на свеженьких героев, которых только-только добавили. Появился рингмастер, сразу же регай на нем 10 ранкедов. Но что у него там спылы делают, по ходу разберешься. Также помните, если вам советуют относиться к рейтингу как к колл-пику, где можно тестить что угодно, просто получать удовольствие от игрового процесса, независимо от результата, и в целом не прикладывать усилий, то я спешу вас огорчить. Для таких целей есть ряд других режимов игры. Также избегайте совета играть на всех героях и ни в коем случае не пикать одного героя 2 раза подряд. Иначе у вас глаз замылится, кнопки начнете плохо нажимать и, не дай бог, к анимациям героя привыкнете. Нужно всегда менять персонажа. Запомните, 100 матчей, 100 разных героев. Если уровень Dota Плюса хотя бы на одном персонаже превысил 5-й, то все, удаляйте игру, потому что у вас уже появилась сигнатурка и комфортный герой, а таких как вы тут не уважают. Так как Dota 2 это одна из самых сложных компьютерных игр в истории, и вы можете услышать нерабочий совет о том, что не нужно нагружать себя лишней информацией. Ну вот, если ты новичок, то старайся избегать какой-либо инфы о спылах и предметах. В идеале вообще не уметь читать. Но если все-таки допустил упущение и научился этому навыку, то ни в коем случае не наводи мышку слишком надолго на какую-либо иконку. И уж тем более не нажимай Alt, когда чекаешь шмотку или спел. Иначе можешь впитать слишком много лишней информации и перегреться. А так, глядишь, уже и в игру не будет сил играть. Ну и конечно же мой любимый совет: просто играть в доту. Ну знаете, избегать информации о таймингах, спавнах рун, смен дня и ночи. Это все абсолютно не нужно. Ведь у тебя есть линии и крипы, что тебе еще необходимо для счастья. Но новички в доте бывают разные. Скажем, если ты зашел в игру после очень длительного перерыва, то вот тебе топ нерабочих советов. Во-первых, пойми, что с момента твоего последнего захода на Гарену или в доту по инвайтам ничего толком не поменялось. Обязательно используй такие выражения, как reuse куру и где SS с мида, чтобы сойти за своего. И помни, что апает курьера тот, кто первый умирает. А мету и игровые паттерны в целом тоже можешь использовать, как в году 2013. Выкладывай на пол гороховый сапог, пока качаешься на лесном оксе, пикай 4-ку в роум и при любой своей ошибке обвиняй во всем союзных суппортов, приговаривая: а где варды? Кстати, не обращай внимания на то, что желтые глаза сейчас в магазине бесплатные, это баг. Ставить их, играя за кора, тоже противопоказано, пусть этим занимаются водоносы. Карта немного изменилась, правда, если ты заметил, но это все чисто косметические штуки. Никогда не пытайся пользоваться парными порталами, аванпостами, спамнами мудрости и прочим, это просто трата времени. Рошан, кстати, теперь иногда гуляет по мапе, но делает он это абсолютно случайно, не пытайся найти в его передвижениях логику и какие-то паттерны. Также помни, что если 10 лет назад у тебя было примерно 4К ММР, то сейчас ты также играешь минимум на 4000. Не верь циферкам в профиле, которые дарует тебе перекалибровка, это все обман системы. Скилл у тебя точно никуда не делся, ты все такой же жесткий. Как и раньше, ситуативных шмоток в доте все еще не существует. Один билд, один герой, это золотое правило матчмейкинга, никогда от него
него не отказывайся. Ну и также помни, что Dota — это игра с механикой атрибутов, по ним очень легко понять, что за герой в твоих руках. Все работает как в стареньких добреньких MMORPG. Лавкач — это damage dealer, интовик — это heal, а силовик, разумеется, танк. Пользуйся этой информацией и старайся донести эту информацию до тиммейтов на стадии драфта. Ну и конечно, не обращай внимания на каких-то там универсалов, это все от лукавого. Также не забывай, что Dota — это игра коммуникации, колов и взаимодействия между тиммейтами, поэтому сходу держи пак нерабочих советов, чтобы усложнить себе и тиммейту игру. Если по какой-то причине ваш тиммейт ворует у вас роли и пикает неподходящего героя, наплевав на ролевой подбор, не стоит расстраиваться и отправляться сразу же в ближайшую лесополосу. Чаще всего чужую роль выбирают игроки не от хорошей жизни, скорее всего, они сейчас находятся в состоянии глубокого тильта, и им необходима поддержка. Кнопок поддержки, кстати, в Доте целых 6. В зависимости от количества поддержки, которую вы хотите оказать, можно понажимать от 1 до 6 штук. Но это еще не все. Старайся взаимодействовать с тиммейтом обо всех аспектах игры. Первое. Если твой тиммейт что-то собрал не то или что-то сделал не так, по твоему субъективному мнению, то обязательно скажи ему об этом. Говори, пока он не изменит свои действия, не купит нужный предмет или пока не согласится с тобой. Твои знания для тиммейтов очень полезны, потому что у тебя-то опыта точно больше, чем у них. При этом ты не обязан иметь какие-то навыки в игре, потому что ты уже посмотрел достаточно сборок на ютубе. Этой информации для тебя вполне хватает. Ну и главное, игнорируй факт пятизначного количества игр и трехзначного числа в графе ММР на твоем аккаунте. Эти цифры ничего не значат. Да и вообще, если ты долгое время играешь на одном рейтинге с такими же, как и ты, игроками, то ты очевидно прогрессируешь. Твои реальные цифры ММР намного выше, чем у тиммейтов. Помни об этом. Ну и не забывай подсказать своему тиммейту о том, какую медальку он достиг за годы в доте. Запомни формулу этой жизнеутверждающей фразой: чел, у тебя вставить сюда ранг, за целых вставить сюда количество матчей. Вообще в доте очень легко построить грамотную коммуникацию, просто необходимо подмечать мисплей тиммейтов и при этом стараться использовать клишейные фразы стримеров и контент-мейкеров, чтобы было трудно отличить вас от любого другого среднестатистического недовольного игрока. Такие слова как чел, бездарь и нищий идеально для этого подойдут. Можете даже приклеить их на стикер поверх монитора и время от времени освежать в памяти. Помните, что Dota — это игра, в которой на дистанции побеждает самый ментально нестабильный игрок. Поэтому при любой ошибке, как своей, так и тиммейта, сначала угрожайте тем, что сломаете шмотки. Но если тиммейты этого не испугались и не исправились, то приводи свою интенцию в действие. Чем больше разбитых шмоток, тем больше в среднем ПТСов ты апнешь за игру. Dota — это игра, в которой также побеждает самый уверенный в себе игрок. Если у тебя возникает ожесточенный спор с тиммейтом касательно геймплея, используй последний нерушимый аргумент, чтобы доказать свою правоту, который называется мут. Если тебе нечего сказать и ты понимаешь, что твой тиммейт прав, тебе ни в коем случае нельзя давать слабину и соглашаться с ним. Просто пиши в чат мут и нажимай на заветную кнопочку. Все, ты образец уверенности и непоколебимости. Dota — это игра нажатия кнопок. Никакие рудиментарные вещи по типу мини-мапы, наличие кулдаунов у тиммейтов, нехватки 500 голды до БКБ на коре не должны вас отвлекать и останавливать. У тебя есть кнопка, нажми ее. У тебя есть массовый ультимейт, выдай его минимум в 5 героев, а желательно в 6 или больше. Форси любой файт, потому что драка равно золото, а золото равно победа. Dota — это игра эмоций. Если ты проиграл 5 игр в ряд из-за тиммейтов, ты впал в состояние тильта, ты эмоционально и физически подавлен. Это сигнал, чтобы давить 6 ММ подряд, а за ним и 7 и может быть 8. Направь всю свою негативную энергию обратно в доту, жми поиск до тех пор, пока эмоции не закончатся в принципе, или у тебя не лопнет голова от злости. Играй до тех пор, пока на красной странице не появится зеленая надпись «Победа». Dota — это игра умов. Всегда старайся перехитрить оппонента. Никогда не играй шаблонно, не повторяй сборки и раскачки других более опытных игроков, даже если они рабочие и приносят импакт. Не пикай метовых героев, не пикай героев, подходящих по драфту, не пикай героев, подходящих на свою роль. Оппонент пикнул шейкера, удиви его и закрой своим фантом-лансером. Оппонент принес стик на линию, переиграй его и не качай скиллы в принципе. У врагов есть инвиз, купи гем, выложи на пол, заставь оппонента подобрать гем, убей его и подними выпавший. Теперь у тебя есть постоянный детекшн на врага. Будь всегда на шаг, нет, на 2 шага вперед и на 3 шага назад от врага. Купи себе желтые варды, покажи их в инвентаре оппоненту, а потом выложи у себя на фонтане и не ставь в течение всей игры. Враг будет думать, что ты завардил карту и будет пытаться поставить свои сентрики впустую. Если ты забрал Рошана, не спеши поднимать Аегис, используй его как приманку для врага и застань его врасплох в рушпите. Ну а если враг зашел на твой хайграунд и ломает тебе трон, за секунду до падения главной постройки просто ливни скатки. Если тебя не было в игре во время поражения, значит ты ее и не проигрывал. Помни, твои поинты интеллекта в реальной жизни — это залог твоей победы. Но опять же напомню,
напомню, что от покупки мантии на интеллект они не повысятся. При выборе билдов тоже можно наслушаться не самых полезных советов, особенно сейчас, когда демки про игроков не найти. Но я собрал для вас самое бесполезное, что можно услышать. Например, если тиммейт посоветовал вам собрать гирлянду из Power Threads, вы, конечно, будете сиять в тимфайте, но пользу для команды вряд ли принесете, хотя, согласитесь, выглядит достаточно красиво. То же самое касается сборки здешней перчатки бесконечности, а все потому, что вместо Блайтстоуна должен быть соулбустер. Не совершайте ошибок новичка, дорогие мои. Также не стоит покупать башер на рейнджевика, даже если тебя просят об этом тиммейты. Исключение составляет два случая. Первый, у вас есть достаточно высокий атак спид, чтобы баши прокали достаточно часто. Ну и второй, вы Keeper of the Light в игре против Энигмы, и вас зовут Виталий Мельник. Во всех остальных случаях оставьте башер милишником. Если тиммейт советует вам собрать Radiance на героя Anti-Mage, вы можете прислушаться к нему, но только если вы реальный талант. В противном случае стоит избежать покупки Пылающего Меча. Также стоит избежать совета билдиться по сборкам Грейшарка. И пускай вас не сбивает с толку тот факт, что автор наверняка крайне опытный, ведь играет в доту 13 лет. И по его сборкам на некоторых героев было сыграно по 3,22 миллиона раз. Вы только представьте более 3 миллионов заруиненных каток. Также, если вам посоветовали собирать вещи, подходящие по цветовой гамме к вашему герою, то вы, конечно, будете самым стильным в катке. Но импакт, скорее всего, вносить будете сомнительный. Ну и немножечко про нейтральные предметы. Если тиммейт посоветовал вам следующий сетап для нейтралки на Лича, лучше к нему не прислушиваться. А лучше на все деньги затарите себе совиных масок и кларите. Еще один плохой совет, касающийся сборки, это чрезмерные перекусы. Да, регенить ресурсы на линии это очень важно, но лучше не переусердствовать, а то иначе будет 12 танго. Также запомни, что мантии на интеллект не прибавят тебе реальных поинтов IQ, даже если тиммейты советуют тебе это к покупке. Вероятно, они намекают на что-то. Ну вот на что? Ну а еще, если вам говорят, что количество сапогов должно соответствовать количеству ног вашего героя, это не совсем правда. Работает это только в случае с Медузой, и то только при выборе правильного аспекта. А то как вы планируете сапог надеть на хвост? Вы вообще видели, какой он здоровенный? Далее идут советы по раскачке. Не стоит прислушиваться, когда вам рекомендуют вкачать пассивку на первом левеле, играя за Лину, Шторма или Обсидиан Дестройера. Так, конечно, вы будете нажимать меньше кнопочек на ранних левелах и совершите меньше ошибок, но импакта это тоже не внесет. Совсем другое дело, если прийти на линию на ЦМ-ке или винге с пассивкой. Пользуйтесь и переносите пользу тиммейтам. То же касается колов от тиммейтов. Не стоит воспринимать фразу тиммейта «заварди лес» слишком буквально, потому что вижена у вас особо не прибавится, а вот недовольство у тиммейтов напротив вырастет в геометрической прогрессии. И стоит также прямо выполнять все колы своих тиммейтов, которые касаются передвижений. Кол «идти вперед» точно не стоит того, особенно если впереди возвышенность, а вижена на этой возвышенности нету. Ну и последняя категория советов, которые вы можете услышать, это советы, скажем так, ментального характера, которые касаются того, как вам следует относиться к игре. К примеру, ваш друг в пати может с пеной у рта доказывать вам, что просто необходимо играть в рейтинг и апать ПТСы каждый день, ведь Dota это в первую очередь соревновательный киберспорт, и раскрывается интерес к этой игре только внутри ранкеда. И то, что все твои турбо и кастомки это вовсе не Dota. Или диаметрально противоположный пример. У вас, скажем, есть амбиция играть на про-сцене, да даже она тир 4 уровня. Вам нравится Captain's Mod, игра в команде, какая-то общая соревновательная цель, но у вас ранг Легенда 3 и 1500 часов в доте. Ну и друзья ваши закономерно советуют бросить эту глупую затею, перестать пробовать играть в любительские турики, а лучше с ними зачилиться под пенное на вечерок в ММе и проиграть пару сотен ММРов за неделю. Это худшие советы, которые вы можете получить. Помните, что ваше отношение к игре это в первую очередь ваш взгляд на происходящее, это проекция вашего интереса и ваших желаний. Хотите просто получать удовольствие, играйте турбо, пики, кастомки. Хотите соревновательного интереса, импровайтесь в ранкедах, ищите себе постоянных тиммейтов, тренируйтесь с любительской командой на КВшках и играйте Battle Cup и любительские турниры. Главное, не нужно относиться к игре и играть в нее так, как хотят этого другие. Думаю, вот эти ребята на экране никогда так не делали, и посмотрите, где они теперь. Ну что ж, дорогие мои, теперь вы знаете, каких советов стоит избегать и какую инфу лучше не использовать, чтобы не заруинить пару-тройку лишних каток. Ну а с вами был Сергунька, любите маму, уважайте папу, подписывайтесь на канал ББ Тим и гасите пораньше компьютер. Всем удачи, всем пока.